Всем привет! На просторах интернета очень много роликов, очень огромный выбор, как укоренять черенки в воде. С помощью чего, с каких добавок. Так вот, мы решили отобрать самые популярные ролики с огромным количеством просмотров и протестировать в равных условиях. Одинаковые стаканы, одинаковое растение. Будем пытаться прижить войлочную вишню. Первый способ это будет 10 капель алоэ. Второй способ это у нас аспирин и корица. Все рецепты я напишу на экране, вы это видите. Третий и четвертый способ – это один и тот же корневин по составу, но разные производители. А, Пятый способ – это у нас маточный раствор гумата. И последний способ – это у нас раствор дрожжей. Итак, прежде всего я хотел бы уделить внимание черенку. Как правильно все-таки делать черенок? Понятно, что это растение уже не пойдет на черенки, потому что я его срезал. Это просто для того, чтобы показать, как правильно все-таки делать черенок. Давайте с вами научимся делать правильно черенки. Во-первых, черенки делаем из годовалых веток. Их сразу можно отличить. Они зеленые. У них лучше всего приживаемость. В данном случае у нас войлочная вишня. Войлочная вишня имеет очень густые почки, скажем так. Черенки здесь будут небольшие, буквально сантиметров 7. Если мы берем, например, виноград, то там черенки будут сантиметров по 20, так как почки друг от друга находятся далеко. Посмотрите, режем под углом примерно 45 градусов. Режем, чтобы нижняя почка была под тупым углом. Режем на расстоянии от нижней почки, на расстоянии полсантиметра, так как черенок небольшой. Еще раз повторюсь, для винограда это будет примерно сантиметр полтора, так как там черенок большой. Отсчитываем 3 почки и режем еще раз. Перевернул вам, чтобы было видно. Смотрите, верхняя почка смотрит в эту сторону, поэтому острый угол делаем именно в сторону последней почки. Далее убираем нижний листик. Остается вот такой черенок. Для такого черенка листья очень большие, поэтому их можно укоротить. Просто убираем по половине листочка. В данном случае я уберу только вторую почку, пол листочка. Вот такой черенок у нас получается. Посмотрите, вот такой черенок у нас получается. Это уже готовый черенок, который можно уже укоренять. Укоренять в воде. Важный момент. Черенки собираем желательно, либо это дождливая погода, когда они полностью насыщены водой максимально, либо это раннее утро. Вот посмотрите, получается 6 разных стаканов, 6 разных способов укоренения. Специально подписали. Напомню, первый случай алоэ, второй корица плюс аспирин, третий случай маточный раствор корневина, замачивали на 6 часов, время еще идет. Четвертый случай 10 капель корневина в воду. Пятый случай 1 капля гумата с маточного раствора. И шестой способ замачиваем в растворе дрожжей в течение суток. Раз уж так получилось, что маточного раствора у нас просто завались, я решил не тратить его даром. И во избежание лишних разговоров, что у меня прозрачные стаканчики, там пропускают свет, я приобрел черные стаканчики, укоренил розы по 2 штуки. Но для сравнения розы и войлочная вишня это будет идеальное сравнение. Точно так же 6 стаканчиков с разным укоренителем, с разным маточным раствором. Все. Точно такая же выдержка для дрожжевого укоренителя, для корицы и аспирина. Все то же самое. Ждем результатов. Всем привет! Итак, прошло 2 недели. Давайте сравним, какой результат на сегодняшний день, где уже корни появились, где только задатки, где вообще ничего не появилось. Конечно же, первое хочу сказать то, что блогеры пишут, такие, скажем, садовые блогеры пишут в своих видео в названиях, что добавьте, например, корицу или добавьте там гумат, и у вас на следующий день уже будет мощная корневая система. Конечно, они говорят неправду. И это вот все доказано профессиональным методом проб и ошибок. Они пишут это для того, чтобы была популярность видео, чтобы вы, увидев это название, быстрее туда заходили. Итак, давайте сравним. Больше всего мне не понравилось
это дрожжи. Вот человек писал, что возьмите любые живые дрожжи, и у вас будет чудо. Ну, я взял живые дрожжи. Вот они, эти дрожжи. Это живые кормовые дрожжи для пищеварения. Если мне скажут сейчас, что нет, не надо было эти дрожжи брать, но, извините, зачем вы говорите тогда возьмите любые дрожжи? Растения засохли. Из того, что мне понравилось. Мне понравилось маточный раствор корневина на 6 часов. Маточный раствор корневина на 6 часов. Сейчас попробую поймать фокус. Вот фокус. Пожалуйста, посмотрите. Вот они, корешки. Давайте я вам сниму отдельно, прям на темном фоне, чтобы вы видели. Это у нас раствор, выдержка 6 часов в растворе корневина. И уже после этого в обычную воду. Вот они, корешки. Это войлочная вишня, напомню вам. Посмотрите, тоже очень хорошие корешки. Это водный раствор с добавлением 10 капель маточного раствора корневина. Посмотрите, это значит у нас раствор алоэ. Плохо видно. Видите, только-только, видите, только вот беленькое пятно. Только-только пошли корешки. Если с применением корневина уже полноценно уже практически образовались корни, сейчас они пойдут в рост, то здесь только-только идут задатки. Это у нас 1 капля маточного раствора гумата. Уже, смотрите, получше уже практически образовались корешки. Сейчас они пойдут в рост, но все-таки намного меньше, чем у корневина. Смотрите, для сравнения хочу вам показать еще раз, значит, корни войлочной вишни с использованием корневина. Оба растения уже доставать не буду, но задатки очень хорошие. И при этом одновременно я посадил еще плетистую розу. Сейчас покажу вам корни плетистой розы применением маточного раствора корневина. Посмотрите, это просто удивительно, как у плетистой розы при этом растворе уже вот такие вот корни пошли. Просто шикарные, да? Всем здравствуйте! Прошло 3 недели. Вот посмотрите, вот такие вот корешки появились. Уже пора пересаживать. Это войлочная вишня. Еще раз говорю, с корневином лучше всего получилось. При этом войлочная вишня растет немножко подольше. А вот посмотрите. Вот эта роза плетистая. Вот такие вот у нее корни уже. Тоже с корневином. Так что опыт показал, что корневин лучше всего работает и меньше всего затрат. Сделали вот такой маточный раствор. Добавляем 10 капель, либо замачиваем 6 часов. Вот посмотрите, войлочная вишня, я ее пересадил в кантарки. И посмотрите, уже через неделю, как пошли корешки разрастаться. Сейчас я вам покажу. Секунду. Вот смотрите, вот корешки пошли. И снизу видно, я не смогу вам снизу снять. Но вот для понимания, да? Вроде бы росточки не пошли, но корни полным ходом уже идут в работу, работают, берут свое питание. Так что все работает. Ну, еще раз повторюсь. Корневин самый эффективный способ. Полил я 1 раз при пересадке. Погода у нас немножко пасмурная. Больше я не поливал. И корни идут в развитие.